Ой, сейчас меня понесет в фантазии. В течение жизни ты делаешь то, что ты хочешь, да? Деньги, тачки, хороший дом, счастливая жена. Все. Приличная работа, где можно прилично зарабатывать. Купила бы дом, жили бы мы там с дочкой, ничем не нуждались. Замки. У меня с самого детства мечта жить в замке. Скорее всего, я буду находиться в шоковом состоянии. Но первая мысль, скорее всего, будет: Господи, а на что я могу их потратить? Потом опять пошел на работу, заработал и опять же потратил. Ментально здоровый человек, хотя бы относительно в наших реалиях это очень тяжело, но тем не менее. То есть проблемы у него улетучиваются вот так, даже если они появляются. Что такое деньги для вас? Деньги для меня, минутное, удовлетворение. Я изучал «Капитал» Карла Маркса и труды Ленина. У Маркса было записано о том, что деньги – это лишь средство достижения и удовлетворения потребностей. У денег есть несколько функций: мера стоимости, мера цены и обмен. Поэтому, если объединять, я могу сказать, что это лишь средство, посредством которого я удовлетворяю свои потребности. Ничего более. Ничего сверхъестественного в деньгах я не вижу и не ищу. Деньги для меня – это средство существования, так как оно и есть, потому что без денег, кто бы там что ни говорил, ты ничего не сделаешь. Ты не купишь поесть, ты не купишь лекарств, ты никуда не сходишь, ты не отправишь ребенка ни в школу, ни в садик, никуда, ничего. Ты не купишь одежду, ничего совершенно. То есть это элементарные средства существования, не более того. Деньги – это ресурс. Это ресурс, без которого люди не могут обходиться на данный момент, да, то есть это очень важно. Если у тебя нет денег, то, извините, уже вы никто на этой планете, да, то есть без денег мы не можем покушать, даже просто не можем найти себе жилье. Деньги – это ресурс, это очень важно. Как бы кто ни говорил, что деньги – это не главное, все это чушь. Деньги, на самом деле, это, мне кажется, вообще все, потому что без денег ты ничего не сделаешь. Сейчас, в наше время, вообще ты не сможешь нормально жить. Без денег ты вообще не сможешь никак существовать. Деньги – это способ выжить в этом мире. Способ обмениваться ценными вещами, ценностями всякими. Вообще деньги... Я люблю деньги, кто их не любит. Без денег очень сложно. Так что, да, деньги – это все. Для меня деньги – это просто бумажки, которые ты пошел, заработал, потратил на свои нужды, потом опять пошел на работу, заработал и опять же потратил. Это просто круговорот. Основной ресурс. Деньги на данный момент – это все. С помощью денег вы можете дышать. Как астматик я это знаю великолепно. Потому что если я не буду покупать ингалятор, я в какой-то момент просто перестану дышать. Вы можете питаться, есть что угодно. Вы можете жить, принимая лекарства, которые вам для этого необходимы. Вы можете жить, как вы хотите. То есть то, как вы живете, зависит от вашего финансового состояния, что немаловажно. То, с кем вы живете, то, как к вам относятся, то, как вы относитесь к другим. То есть слишком много факторов зависит от вашего финансового состояния. Если у вас ни гроша за душой, вы можете быть прекрасным человеком, талантливым художником, певцом, кем угодно. Но если у вас ноль,
то с этим нулем вы далеко не уйдете. Вам нужен будет хоть какой-то доход искать. Для меня деньги пока это проблемная тема. Вот, потому что мне хотелось бы действительно зарабатывать, и я ищу возможности. Вроде пока что-то понемножку получается, но очень плохо. Вот. Возможно, я плохо ищу возможности, возможно, надо подумать над чем-то другим. Вот. Но пока для меня деньги это такая больная тема. Для меня деньги это, конечно, да, для кого-то деньги это бумажки всякие, но для меня каждая копейка важна. То есть в моей сейчас ситуации для меня каждая копейка это прям, значимая. Если мне надо, я пойду и сделаю, чтобы хотя бы копейка у меня была. Для меня это, наверное, все-таки способ сделать свою жизнь просто чуть-чуть, даже не лучше, наверное, а чуть более комфортнее. Как бы ни банально не было, деньги не приносят счастья. Это банальная фраза, избитая, но это правда. Поэтому лично для меня деньги – это просто способ просто где-то улучшить комфорт своей жизни. Не более того, если честно. Можете описать в 2 словах богатого человека? Ментально здоровый. Как по мне, действительно богатый человек должен быть ментально здоровым. Хотя бы более-менее. Потому что сейчас очень много людей, у которых с внутренним каким-то спокойствием, внутренним ощущением очень много проблем. Вот. И, тут, естественно, в своей голове бы разобраться, не то, что там деньги зарабатывать. Вот. Поэтому, да, ментально здоровый человек. Это успешный человек, и у которого, который не нуждается в деньгах. Вообще никак. Честный и целеустремленный. Богатый, да, конечно, значит не всегда честный, но самое это главное в человеке – это честность, доброта и целеустремленность. Без целеустремленности человек бы не стал богатым. Неважно, как он добился этого богатства, просто пассивно, то есть просто сидя дома, что-то делая в ноутбуке, в компьютере, зарабатывая деньги, либо физически работая. В любом случае человек это добился своей целеустремленностью. Он прикладывал какие-либо усилия к этому. Я думаю, что богатый человек — это в первую очередь умный человек, потому что я считаю, что именно умные люди умеют искать какие-то лазейки, какие-то работы, какие-то... Даже он придумывает что-то сам, придумывает выстраивает свой бизнес, либо делает то, что люди никогда не делали. В общем, это обязательно умный человек, и, конечно, целеустремленный. Потому что если ты ленивый, то вряд ли ты доведешь дело до конца. Поэтому я считаю вот так вот. Вы знаете, лично я с богатыми людьми, я никогда не сталкивалась. Но, знаете, к сожалению, мне кажется, что богатый человек очень закрытый и, мне кажется, очень узконаправленный. Почему-то мне кажется, что они очень сильно зациклены на своих деньгах. То есть вся их жизнь, мне кажется, подчинена чисто деньгам. И в какой-то степени мне их иногда, наверное, жалко, в какой-то степени. Мне кажется, они не принадлежат себе. Они принадлежат деньгам. Исключительно деньгам.
И именно с этой точки зрения, мне кажется, они, как бы это ни парадоксально звучало, да, деньги счастья не приносят, но, наверное, где-то в этой роде все-таки они не совсем счастливы, мне кажется. Они слишком зависимы от денег. Слишком. Отсутствие денег, конечно, тоже не очень хорошо, но, мне кажется, огромное их количество все-таки накладывает на человека отпечаток, и, мне кажется, не очень хороший, к сожалению. Ну, как бы банально не звучало, на самом деле, я считаю, что богатый человек – это в первую очередь богатый духовно, ментально здоровый человек, ну, хотя бы относительно в наших реалиях это очень тяжело, но тем не менее, не распространяющий злобу, не плещущий желчью, готовый нести какие-то интересные знания, помогать людям, тот, у которого есть семья, и он искренне этим дорожит и несет эти ценности в массу. В первую очередь он богатый. Конечно, деньги это тоже богатство материальное. Понятно, что без этого никуда. Наш мир устроен так, что ты и без них ничего построить не можешь. Но на первом месте для меня это именно душа и богатство духовное. Всегда ей было, есть и будет. Илон Маск, 2 слова, прекрасно. Но богатый человек... Многие говорят, что деньги не принесут счастья. Но деньги позволят его быстрее получить. Очень сильно. Поэтому богатый человек в какой-то мере счастливый человек. Возможно, даже в большей мере он просто... Если он не счастливый, значит, он где-то потерялся. Ему просто нужно чуть-чуть посидеть, подумать и найти путь. Как это счастье ему получить. Что еще можно сказать о богатом человеке? Нет, я не буду сейчас вести речь о том, что человек богатый духовно, морально, у которого много близких. Нет, богатый человек есть богатый человек. А у богатого человека он уже может сделать, во-первых, если он богатый не просто вот так вот, оп, я появился богатый, а именно достигал он этого, то он и всего остального сможет достичь, что ему необходимо для счастья и иного богатства. К сожалению, я описать его не могу. Потому что я считаю, что богатый человек в первую очередь это не тот человек, который богат финансово. Да, конечно, у кого много денег, у того есть много возможностей, да, и у того есть много возможностей, в том числе и власти, да, то есть власти над другими людьми, чем-то управлять и так далее, да, то есть он может исполнять любые свои желания, любые желания своих детей, родственников и так далее. Но в первую очередь богатый человек – это тот, у которого есть гармония внутри и снаружи, да, то есть внутри себя с внешним миром. Как-то я так считаю. Богатый человек – это, наверное, тот человек, который умеет управлять своими финансами, а не просто их копить, откладывать. Что для вас идеальная жизнь? Идеальная жизнь? Наверное, идеальная жизнь – это чтобы сложилось все так, как тебе хочется, как тебе нравится. Жизнь вообще должна приносить в первую очередь удовольствие, наверное, тебе самому. И наверное, идеальная жизнь – это та, которая приносит удовольствие. Чтобы ты вечером засыпал с мыслью о том, что, Господи, день прожит так, как я мечтал, как я хотел, и что все здорово и замечательно. Поэтому главное, чтобы по жизни у тебя все сложилось. Тогда твоя жизнь, наверное, мне кажется, будет идеальной. Идеальная жизнь для меня – это жизнь в кругу семьи, с любимыми людьми, в замке. У меня с самого детства мечта жить в замке. Помогать людям, оказывать им любую помощь, все, чем я могу помочь, все, что я могу отдать, я бы отдал. И все в совокупности, все эти факторы для меня дают идеальную жизнь.
Ой, сейчас меня понесет в фантазии. Идеальная жизнь — это... Ну, наверное, я пока... Нет, скорее всего, я уже отучилась, да. Я живу в красивой квартире, в красивом городе. Я не знаю пока в каком. Сейчас я очень сильно хочу поступить в Питер. Мне кажется, этот город таким большим, интересным, вот, таким северным, вот. В общем, может быть, я в Питере и останусь, я не знаю. Но мне хотелось бы побывать во многих городах. Часть моей идеальной жизни — я много путешествую. Хотя бы даже по России. У нас страна огромная. И есть где разгуляться. В общем, я уже отучилась, я работаю на любимой работе, я живу в квартире. Пока что мой идеал — это одна... Нет, с домашним животным. С домашним животным обязательно. У меня небольшой круг друзей, хороших друзей. Вот. И... как будто бы каждый день познаю что-то новое. Идеальная жизнь – это жизнь несчастливая. Как бы это странно ни звучало. Это жизнь, в которой обязаны быть какие-либо трудности. Счастье, идеальная жизнь – это... Идеал – это не тоже, как и счастье, не состояние, это момент. Поэтому этот момент должен как наступать, так и отходить. Жизнь должна быть хорошей. Она не должна быть идеальной. И в таком случае, как бы это было логично не звучало, даже противоречиво, именно тогда она станет идеальной. У вас должны быть проблемы, чтобы у вас была жизнь. Идеальная жизнь – это когда ты ни в чем не нуждаешься. С утра встаешь, делаешь то, что ты хочешь. В течение дня ты делаешь то, что ты хочешь. В течение жизни ты делаешь то, что ты хочешь. Да? То есть ты захотел, пошел в тот ресторан, захотел, тот пошел. То есть вот это идеальная жизнь. Не тогда, когда ты думаешь, когда-нибудь я туда съезжу. Но это когда-нибудь может вообще и никогда не наступить. Вот это вот печально. А идеальная жизнь – это тогда, когда человек может то, что думает, то и воплощать. Идеальная жизнь, это, наверное, когда ни в чем не нуждаешься. Для меня идеальная жизнь – это когда семья здорова, счастлива. Это когда есть финансовый достаток, крыша над головой, когда есть чувство самореализации, когда есть гармония и понимание. То есть я сейчас, наверное, сказала вообще наибанальнейшие такие вещи, абсолютно. Может быть, это звучит занудно, еще как-то, но на самом деле это основополагающее то, ради чего и как ты можешь жить. Для меня идеальная жизнь — это, наверное, та жизнь, в которой есть люди, которые тебя всегда поддержат и будут любить, несмотря ни на что. Скорее всего, я отвечу банально. Это семья любимая, муж любимый для меня, дети, работа любимая, на котором я получаю удовольствие, на которую я не иду, потому что мне нужна работа, на которую мне просто хочется идти, потому что я люблю свою работу. Поэтому, да. Идеальная жизнь — это идеальная семья, работа и дом, естественно. Для меня идеальная жизнь, она не заключается в деньгах, в богатстве, в материальных каких-то ценностях. Для меня идеальная жизнь, когда все вокруг счастливы и счастлива я. Когда вокруг есть честность, искренность, доброта, понимание. И для меня это идеальная жизнь. Когда ты кому-то нужен. Когда ты приходишь, и ты радуешься тому, что ты пришел домой, и что тебе здесь хорошо. Для меня идеальная жизнь, наверное, когда ты имеешь дом, хорошую семью, где тебя любят, где тебя понимают, где у тебя молодой человек тоже тебя в этом во всем поддерживает.
приличная работа, где можно прилично зарабатывать. Ну, так как я живу на земле, ну, то есть дом на земле находится, я думаю, это, наверное, дом бы какой-нибудь такой двухэтажный, наверное, вот такой вот где-то. О чем вы подумаете в первую очередь, если найдете чемодан с $1 миллион? А знаете ли, я подумаю, а никто меня не увидел? А никто ли до меня его еще не успел увидеть? Ну, а далее, я не знаю, что бы я с ним сделала. Я бы тогда точно задумалась бы. Ну, наверное, первое бы, что я подумала, все-таки первая мысль бы у меня была, а настоящие ли они? Ну, тут, наверное, если честно, человек, который никогда не держал $1 миллион в руках, то есть среднестатистически, скажем так, наверное, первая мысль будет: Господи, куда ж потратить такие деньги? Причем это, наверное, будет проблематичная мысль, потому что у человека, у которого никогда не было столько денег, довольно будет, я боюсь, что сложно с фантазией, куда такую сумму деть огромную, потому что это не так просто, как кажется на первый взгляд. Многие думают: вот, сейчас найду $1 миллион, все, вся жизнь изменится. Но мне кажется, это не совсем так. Когда это сваливается вот так вот быстро, резко и внезапно, мне кажется, это довольно сложно морально. Но первая мысль, скорее всего, будет: Господи, а на что я могу их потратить? Вот это, наверное, будет самая первая мысль у любого, я так думаю. По крайней мере, у того, кто никогда с такими деньгами не сталкивался. Ну, первое, что мне придет в голову, это раздать большую часть этих денег родственникам, близким и отправить их на благотворительность, поскольку это очень важно, и это делает человека человеком, взаимовыручка и помощь. На самом деле было бы неплохо забрать его себе, прожить прекрасную, классную жизнь, хотя бы какое-то время, потому что потом, как только узнают, что ты забрал этот чемодан, тебя, естественно, посадят. Вот. И с другой стороны, хотелось бы найти человека, который потерял этот чемодан с деньгами, и просто отдать ему, вернуть этому человеку. Но в любом случае, он же тебя наградит. Если у него $1 миллион, какая-то частичка денежек тебе подпадет. А как я его узнаю? Ну, то есть, смотря где я увидела этот чемодан. Ну, скорее всего, я просто испугаюсь и не буду трогать чемодан. Потому что мы сейчас живем в очень такое страшное время, да? И, допустим, если я увижу просто чемодан там на улице или в общественном месте, там в каком-нибудь, я просто не буду его трогать. Это не мое. Ну, просто какой-то чей-то закрытый чемодан, что в нем. Если, допустим, он где-то будет валяться раскрытый, и там будут деньги, то я к нему очень сильно побоюсь подходить, потому что, опять же, мало ли я подойду, прикоснусь, а он взорвется. Поэтому, если будет просто валяться раскрыто, и я увижу деньги, я, скорее всего, позвоню куда надо и сообщу, что вот так и так. Вот. Если я увижу где-то в общественном месте, я кому-то скажу об этом из взрослых людей. Вот. То есть я очень боюсь на самом деле брать неизвестные предметы, потому что мало ли что случится. Скорее всего, я буду находиться в шоковом состоянии, но взять этот чемодан, скорее всего, я не осмелюсь, потому что я буду думать, что это же чужой чемодан, что я не могу его взять, что кому-то он нужен сильнее, тот, кто его потерял, естественно. И поэтому даже если я его возьму, я потом буду очень долго себя корить. Я, наверное, подумаю: ого, кто его потерял, откуда вообще он здесь? Потому что это с ума сойти, где вообще можно найти чемодан с $1 миллион. Ну, пожалуй, следующая мысль будет о том, что с ним делать. Потому что, с одной стороны, это не твои деньги, надо бы по-хорошему их там отнести в органы, что-то сделать. А с другой стороны, то есть у нас столько вообще в мире, в обществе проблем,
сколько можно было бы на этот $1 миллион сделать хорошего? Ну, первое дело, это, во-первых, чей он. Ну, разбираться, понятное дело, не стану. Подумаю, чей он. А во втором случае, это куда их потратить. Как его донести до дома? Деньги – вещь тяжелая. Так что первым делом это донести его до дома, потом уже чьи это деньги, надо все перепроверить, нет ли GPS-трекера какого-нибудь, там бомбы с порошком или краской. Вот, это все перепроверить и только потом уже думать, как потратить. Но $1 миллион сейчас это огромная сумма. Вопрос, как эти деньги все же менять. Ты не можешь прийти в банк и поменять сразу $1 миллион. Нет, это нужно как-то аккуратненько, хитро делать. Возможно, через какие-нибудь конторки, что такое. Вот. Ну, тоже, опять же, откроется очень много возможностей, что делать с этими деньгами. Были бы деньги, а куда потратить всегда найдется. Ну, сначала бы я, наверное, проверила, настоящие деньги это или нет. Потом, конечно, бы забрала их себе, купила бы дом, жили бы мы там с дочкой, и никто не нуждались. Какая у вас ассоциация на слово «успех»? Успех – это очень счастливый человек. Вот. Счастливый человек, который добился всего, который может себе позволить все. Поэтому для меня успех – это богатство. Человек, который принял себя, который полюбил себя, который доволен жизнью, который получил от нее все, что хочет. Именно так я представляю себе успех. Успех. Наверное, удовлетворение. То есть, ну что такое успех сам по себе? Это то, что ты мечтал, и то, что ты хотел, у тебя удалось. Поэтому успех – это в любом случае, наверное, ассоциация слова «успех» – это удовлетворение. В любом варианте. Успех у меня ассоциируется с достижением целей. Добиваешься того, получается, что хотел, и достигаешь своих целей. И это твой успех. Деньги, тачки, хороший дом, счастливая жена. Все. Ну и родственники, близкие, все вот это тоже счастье, довольно. Что еще может стать успехом? Успех ситуативный, успех глобальный. Тут тоже как подойти. Вот глобальный успех. Деньги, тачки, счастье близких. Все. Вот это успех. Вот это я понимаю. А ситуативный успех, он уже может быть чем угодно. То есть я прошел тот уровень. Успех. Я приготовил это блюдо. Успех. Дослушал эту песню. Можно было не делать, но тоже успех. Думаю, успех – это когда тебе какое-то есть везение, что ты приходишь на работу, там тебе, не знаю, к тебе так добро относятся те люди, которые раньше к тебе относились, типа, вот, да что ты тут делаешь, вот. Там, не знаю, повышение зарплаты или повышение в должности. Думаю, вот такое вот. Ой, мне это ассоциируется с этим человеком, который любил говорить:
Я считаю это успех. Но если серьезно, успех что? Это признание, это самореализация, то есть твое внутреннее ощущение, что ты достиг той высоты, которую ты захотел для себя. Вот, да, это успех. Успех, на самом деле, когда ты не ленивый, да даже если ленивый, ты перебарываешь свою лень, ты идешь, делаешь все свои дела, все свои цели, и ты добиваешься всего этого. Вот это я называю успех. Ну, успех — это когда человек просто ни в чем не нуждается. То есть проблемы у него улетучиваются вот так, даже если они появляются. Денег много. Когда человек еще чего-то добился сам, вот это успех еще. Упорный, огромный труд. Потому что я убеждена, что в этой жизни никому ничего просто так не достается. То есть, если тебя посетил огромный успех, если ты его добился, то ты пахал дни и ночи напролет, чтобы этого успеха добиться. Потому что, элементарно на своем примере, чтобы у меня что-то получилось, мне надо было очень много вложить в это сил, души, энергии и так далее и тому подобное. Вот. Бывает так, что тебе в чем-то уже где-то даже везет. Вот. Но мне кажется, тоже везение надо заслужить своим упорным трудом, опять же.